Дорогие зрители, самое время готовить рождественскую выпечку, а именно немецкий штолен. Рождественский кекс нужно выпекать за 3-4 недели до праздников, за это время он должен созреть. С каждым днем штолен будет становиться все вкуснее и вкуснее. Сначала подготовим сухофрукты, заливаем их ароматным алкоголем, например, ромом либо коньяком. Я использовала изюм, курагу, цукаты ананаса и дыни. Сухофрукты нужно подготовить заранее, желательно за сутки до выпекания штолена. Приготовим опару. Нам понадобится 5 грамм дрожжей и 200 мл молока. Молоко должно быть чуть-чуть теплое. Растираем дрожжи в молоке. Затем добавляем 200 грамм муки, просеянной через сито. Перемешиваем. Если будут комочки, это ничего страшного. Масса получается достаточно вязкая. Накрываем опару полотенцем, ставим в теплое место и оставляем примерно на час-полтора. Тем временем подготовим орехи. Обжариваем орехи на среднем нагреве. Я использовала миндаль и грецкие орехи. Измельчаем орехи в блендере либо ножом. Измельчаем не слишком мелко, чтобы орехи ощущались в выпечке. Опара в 2 или даже в 3 раза увеличилась в объеме. Добавляем к ней 180 грамм размягченного сливочного масла. 30 грамм свежих дрожжей либо 8 грамм сухих дрожжей растворяем в молоке. Все ингредиенты и пропорции будут указаны в описании под видео. Выливаем дрожжи в опару. Добавляем 120 грамм сахара. Трем на мелкую терку цедру одного апельсина и одного лимона. Добавляем просеянную через сито муку. Добавляем соль, корицу, имбирь и мускатный орех. Замешивать тесто я буду в тестомесе, но можно это сделать и руками. Тесто собралось в комок, добавляю к нему размягченное сливочное масло. Нам понадобится 180 грамм. Вмешиваем масло в тесто, это займет примерно 10 минут. Снимаем лопаткой масло со стенок миски и снова все перемешиваем. Уже видно, как тесто собралось в комок и оно отходит от стенок миски. Тесто получается мягкое, эластичное, с ним будет легко работать. Сухофрукты, которые будем добавлять в тесто, нужно предварительно отцедить от лишней жидкости. Добавляем в тесто 100 грамм подготовленных орехов и перемешиваем. Теперь долго вымешивать тесто не нужно, нужно только вмешать орехи и сухофрукты. Рабочую поверхность припыляем мукой. Выкладываем тесто и делим его на 3 равные части. У меня на канале есть рецепт бездрожжевого штолена. Он готовится на основе творожного теста. Ссылку на рецепт я оставлю в описании под видео. Формируем штолен, как показано на видео. Сначала руками распределяем тесто в пласт овальной формы, толщиной примерно 1–1,5 см. Затем ребром руки делаем бороздочку и треть теста загибаем.
Рождественский штолен по своей форме напоминает младенца, укутанного в одеяльце. Таким образом формируем штоллины с остального теста. У меня на канале много вкусных рецептов, которые отлично подходят на праздничный стол. Обязательно подписывайтесь и не забудьте поставить лайк этому видео. Сформированные штоллины перекладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Оставляем подходить их на час-полтора. Затем ставим в разогретую духовку до 180 градусов примерно на 35-40 минут. Готовность проверяйте деревянной шпажкой. Для длительного хранения штоллины обязательно нужно смазать со всех сторон растопленным сливочным маслом. Для смазывания нам понадобится примерно 50-70 грамм сливочного масла. Смазывать штоллины нужно сразу же горячими, со всех сторон и по бокам тоже. Затем тщательно со всех сторон присыпаем сахарной пудрой. Если вы не планируете долго хранить штоллины, тогда этот шаг с присыпкой можно пропустить. В принципе, штоллины можно кушать сразу же после выпечки, но после созревания они становятся вкуснее и вкуснее. После того, как обсыпали сахарной пудрой, штоллен нужно оставить до остывания, затем замотать в пергаментную бумагу и в фольгу и оставить в прохладном месте на созревание. В таком виде штоллен может сохраняться в прохладном месте месяц или даже и полтора. Я разрезаю штоллен сразу после выпечки. После созревания структура штоллена будет менее рыхлая. Рождественский штоллен – это безумно вкусная ароматная выпечка. Он в меру сладкий, с легкой цитрусовой ноткой. Плюс разнообразные сухофрукты и орехи дополняют бесподобный вкус штоллена. Рождественский штоллен получается не только вкусным, но и красивым. Его можно оформить в красивую упаковку и подарить родным на рождественские праздники. После выпекания штоллена в доме тепло, уютно и пахнет ароматной выпечкой. Именно так ассоциируются у меня новогодние праздники. Уже сейчас начинайте готовить штоллен, если хотите смаковать его на новогодние праздники. Готовьте с удовольствием, приятного аппетита!